А когда у вас детки будут? Когда детишек планируете? Когда внуков нам родите? Планируете переезжать в другую страну? Тебе же скоро 30. Когда рожать-то будешь? Часики-то тикают. Не тикает у меня ничего. Часы я ношу электронные. И не хочу я рожать. И детей не хочу. В принципе. И половина молодых россиян, оказывается, разделяют мою точку зрения. Национальное агентство финансовых исследований в 2020 году опубликовало весьма шокирующие цифры. 46% опрошенных россиян не планируют заводить детей. И только 42% сказали о своей готовности стать родителями. Почти четверть опрошенных указывают на сложное материальное положение. Социологи бьют тревогу. По их мнению, всему виной эгоизм. Желание путешествовать, делать карьеру и просто жить в свое удовольствие. Так сказать, западная идеология навязывает нам общество потребления и безответственность. И многие готовы с ними согласиться. Но давайте разберемся поподробнее, так ли это на самом деле. Почему сейчас стали рожать намного меньше, чем раньше? Как мытье рук связано с рождаемостью? Действительно ли это плохо или странно в современном мире не хотеть иметь детей? Почему старшее поколение так волнует, когда же у вас будут детки? Кто такие хорошие родители? Ну и, наконец, для чего же действительно нужно заводить детей? А пока я рассказываю свою точку зрения, вы можете поделиться в комментариях своим мнением на эту тему. Зачем в современном обществе нужно заводить детей? Лично вам это зачем? Всем привет! С вами Ленка. Еще буквально столетия назад семьи кардинально отличались от современных. В семье моей бабушки было 17 детей, то есть у нее было 16 братьев и сестер. Причин тому несколько. Очевиднейшие. Это отсутствие телевидения и контрацепции. Делать было нечего, предохраняться нечем. На самом деле, люди, не хотевшие детей, были всегда. Сейчас таких называют child-free, от английского «свободные от детей». Но до контрацепции у них просто не было особой возможности этому противиться. Супружеский долг же. Есть даже такие люди, которые физически испытывают отвращение ко всему, что связано с процессом деторождения. Беременность, кормление грудью и маленькие дети в принципе. Таких называют реджекторы, но их не больше 5% от населения. А есть люди, которые отвращения не испытывают, но им не хочется ухаживать за детьми, заниматься их образованием, а потом отпускать во взрослую жизнь и ничего не получать взамен. Их называют аффиксионадо. Пишите, если вдруг узнали себя. Еще одна причина большого количества детей в прошлом – это их низкая выживаемость. В Российской империи около 30% детей умирали на первом году жизни. Лет до 5 доживало меньше половины, а до собственной половозрелости и вовсе единицы. Тряпка с завернутым в ней пережеванным хлебом. Такие вот были первые соски. Мамочки, которые сейчас вечно стерилизуют пустышки, наверное, были бы в ужасе. Немаленькая была, кстати, и смертность среди самих рожениц. Каждая третья могла умереть от родильной лихорадки. Спас ситуацию доктор Игнац Земельвейс. Именно он подсказал врачам-акушерам, что следует обязательно мыть руки перед тем, как переходить из морга к роженицам. До этого как-то об этом не сильно задумывались. Одно лишь правило дезинфекции рук хлорной водой сократило смертность в его отделении до 1,2%. Так что не забывайте чаще мыть руки. В общем, большую часть нашей истории никаких «я же матерей» не было и в помине. Хочу, не хочу, никто просто не задумывался. Детей рожали как на фабрике. Отношение к детям было абсолютно утилитарным, с точки зрения практической пользы. Либо нужен был наследник, либо рабочая сила для помощи по хозяйству. И вот тут-то чем больше детей, тем лучше хозяйство. Как только ребенок обходится без няньки, так сразу он становится работником.
Сейчас, чтобы завести детей, хотят быть обеспеченными, а тогда, чтобы быть обеспеченными, нужно было завести детей. О пенсионных фондах и социальных службах в те времена тоже не слышали. Поэтому дети были просто необходимы, чтобы заботиться о стариках. Да-да, вот это самое «стакан воды никто не подаст» для старика в деревне носило самый прямой смысл. Поэтому сейчас рождаемость снизилась просто по причине отсутствия как таковой нужды в детях. Не то чтобы в этом виноват Запад, это просто прогресс в целом. Рождаемость до сих пор остается высокой в странах, где есть и Кока-Кола, и айфоны, и автоматы Калашникова. Но отношение к женщинам там чуть лучше, чем к рабам. А к детям до сих пор относятся как к валюте. Родители буквально продают дочерей, получая что-то взамен. Я говорю нет из-за приданого. Ее будущий муж уже заплатил мне, и я должен ему. То есть я не смогу отправить мою дочь в школу. А сколько коров он заплатил? Сейчас я уже получил 10 быков. В остальных 183 странах мира рождаемость находится ниже уровня, необходимого для воспроизведения. То есть меньше, чем 2,1 ребенка на одну женщину. Если в таких странах все-таки случается прирост населения, то происходит он за счет миграции. Но так не может происходить вечно. Кстати, у меня на канале есть ролик об эмиграции из России и о том, какими последствиями это может грозить нашей стране. Но вернемся к тому, что в развитом обществе ничего уже не вынуждает женщину рожать. Кстати, пресловутый инстинкт размножения и материнский инстинкт тоже. Инстинктов у млекопитающих не существует, в принципе. Но это тоже тема отдельного видео. Современная молодежь, возможно, первое поколение, которое осмысленно спрашивает себя о том, зачем им делать те или иные вещи. До этого люди плыли по жизни, особо не задаваясь этим вопросом. Было просто надо. Банальная конструкция, вбитая в голову обществом. Закончил школу, институт, завел семью. Для девушек вообще все как-то мутно. Хорошо бы окончить институт, начать работать и тут же выйти замуж и нарожать детишек. И желательно как-то незаметно для всех, без отрыва от работы. Это надо просто отголоски жизненной программы, по которой жили веками. А тут вдруг мир резко изменился. Так вот, ответов на вопрос «Зачем мне дети?» в современном мире не так много, если они вообще есть. А что же люди отвечают на этот вопрос? В какой-то момент жизни перестаешь, надоедает жить для себя, все хочется ребеночка воспитать. Мы дети — это вот то, что ты вот делаешь, то, что это наш плод. Может быть инстинкт, может быть что-то другое. Я пока этим вопросом не задавался, собственно, мне пока не интересует этот вопрос. Просто у меня есть силы, и я хотела бы их вложить в своих детей. Всегда есть карьера, есть семья, и это тоже очень важно. Дети – это цветы жизни, дети – это смысл жизни. Смыслов и целей в жизни может быть много. Почему именно дети? Вообще не аргумент. Ну да, у крепостных крестьян выбор был небольшой, заниматься саморазвитием или путешествовать они не могли. Сейчас у людей наконец-то появилась личная свобода. И это хорошо. Мы больше не рабы, почему бы этим не воспользоваться? Это же прекрасно дать кому-то жизнь. А кто вам сказал, что та жизнь, которую вы хотите дать, будет прекрасной, и вам за это будут благодарны? Если это единственное, что вас мотивирует, то у меня очень большие сомнения. Если вы когда-нибудь услышите от детей фразу «Я не просил вас меня рожать», то все, миссия провалена. Женщина ущербна, если она не мать. Если это дано природой, то нужно рожать. Да, а еще нам природой мозги даны. Так почему никто так сильно не переживает по тому поводу, что они их не используют? И не сделали, например, ни одного научного открытия? Хочу продолжить свой род, передать свою фамилию. Зачем? Перед друзьями попонтоваться? Или свое самолюбие потешить? Чтобы в старости в одиночестве не помереть, чтобы было кому стакан воды подать. То есть вы изначально заводите детей для того, чтобы повесить на них свои проблемы.
чтобы они вам в старости прислуживали. Дети – это не ваша собственность. Кто вам сказал, что они захотят быть с вами в старости? Просто не будьте занозой в заднице, будьте общительными и дружелюбными, и тогда даже без детей вас будет окружать множество людей, готовых вам помочь. А рожать себе слуг, чтобы носили воду, это как-то слишком уж меркантильно. Потому что без розового кулечка в руках руки кажутся пустыми. Руки можно занять и чем-нибудь попроще. Нехорошо свою нереализованность, свои комплексы и свое чувство неполноценности решать за счет другого человека. Как и в предыдущем случае, учитесь решать свои проблемы сами. Ну а что нам с мужем еще оставалось делать? Он бы тогда ушел от меня. Если у вас кризис в отношениях, и вы даже вдвоем не можете договориться и решить свои проблемы, то появление третьего человека в вашей компании их может и отсрочит, но точно не облегчит. Все это ответы незрелых и неосознанных людей. Вот такие люди настоящие эгоисты. Они используют ребенка для получения выгоды. Я считаю неправильным заводить ребенка ради решения своих проблем. Ребенок не должен быть ни слугой, ни затычкой маме, ни социальным статусом и признанием подруг, ни поводком для мужа. Ты должен понимать, что ты приведешь в мир человека и думать, что ты ему можешь дать, а не о том, что ты можешь от него получить. Только тогда твое желание ребенка не будет эгоистичным. И еще мне очень нравятся аргументы в духе «Вот, даже после войны рожали и ничего, жили в бараках, в коммуналках и нормально». А еще мое любимое «А вот нас так воспитывали и ничего, мы же нормальные выросли». Да кто вам сказал, что вы нормальные? Нормально – это когда вы понимаете свою ответственность, когда вы просчитываете будущее и свои возможности. Когда вы не заставляете ребенка страдать и расти в нищете из-за своей прихоти. Когда не вымещаете на нем свои комплексы. Даже если вы устали, даже если вы не выспались, если торопитесь и вам надо работать, а ему вдруг приспичило посреди дороги снег палочкой поковырять, не надо на него орать. Он не виноват в том, что вы не смогли рассчитать своих сил и возможностей. Это ваша ошибка, а не его. И современные ежь-матери – это же продукт воспитания вашего поколения. А зачем вы вышли сюда, если у вас ребенок? Зачем вы сюда вышли? Мы тут катаемся. Вы вообще откуда взялись здесь? Ты видишь, мы вдвоем, две взрослые женщины, стоим спиной, рядом с детьми, дети не сами. Они орут на окружающих и орут как психи на своих же детей. И считают это нормальным. В Советском Союзе бум разводов начался с 70-х, когда не было особого влияния Запада. И единицы из моих сверстников воспитывались в полных семьях с мамами и папами. Разводы, долги по алиментам, матери-одиночки, дети-сироты, выброшенные на улицу. Это примеры ваших семейных ценностей, которые мы наблюдали в 90-е своими глазами. Ну и просто к сведению, согласно статистике, 60% несовершеннолетних преступников воспитывались в неполных семьях. Когда откладывают рождение ребенка из-за отсутствия денег или жилья, это не тлетворное влияние западной культуры. Кстати, больше всех от низкой рождаемости страдает Япония, да и та же Корея и Китай. А там уж, извините, до сих пор сильна традиционная восточная культура. А, например, наши звезды Джиган. Ну, образцовый пример русского крестьянина, что ли, да? А между тем у них с Оксаной Самойловой 4 прекрасных детей. У модели Натальи Водяновой 5. Самый незападный, традиционный русский мужик Роман Абрамович тоже воспитывает 5. Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, родила 7. А у бизнесмена Романа Авдеева, владельца Московского кредитного банка, и вовсе 23. 19 из которых приемные. Или, собственно, западные актрисы и модели. Хайди Клум, Виктория Бекхэм, Крис Дженнер. Богатые и успешные могли бы переживать за фигуру, красоту и популярность. А нет, рожают и рожают. Значит, дело не совсем в западных ценностях. Это просто возросший уровень ответственности и осознанности.
Когда ты совершаешь действие и можешь просчитать последствия. Потому что так или иначе, а всеобщее образование в современном мире пробуждает в людях мышление и логику. Не во всех, конечно. Но чаще всего современные родители не хотят, чтобы их дети жили в нищете. Современные родители не хотят, чтобы половина их детей умирала от голода и болезней, что раньше было в порядке вещей. Они хотят дать им образование и обеспечить их будущее. Разве можно их за это винить? Но почему вдруг так сильно возросла ответственность за ребенка? А вспомните те самые большие крестьянские семьи. Семьи, характерные для аграрного общества. По переписи конца XIX века из 1000 человек в России было только 15 дворян, 6 купцов и 106 мещан. И 841 крестьянин. Большинство из нас потомки именно крестьянских семей. Кстати, вы когда-нибудь пробовали узнавать свою родословную? Это были широкие семьи, когда 3 и более поколений жили под одной крышей. В такой семье была четкая иерархия. Все, кто может, работает в поле. Кто не может, помогает по дому. Так вот, баба, как только родила, шла в поле. Не было никаких сюсюканий, никакой привязанности матери к ребенку. Чтоб, если помрет, могла продолжать работать, а не рыдать днями напролет. А воспитанием занимались няньки и старшее поколение, набравшееся к своим годам житейской мудрости. И ответственность за детей как бы распределялась по всей семье. В начале 20 века традиционная крестьянская семья начинает трансформироваться. Общество из аграрного становится индустриальным. И это очень хорошо видно на графике рождаемости. Да, после войны был небольшой всплеск, так называемое поколение бумеров. Но это ни в какое сравнение не идет с рождаемостью до революции. Все больше людей живет в городах, в квартирах. Бабушки далеко, да и многие даже на пенсии продолжают работать. И вот теперь воспитание ребенка становится ответственностью не группы людей, которая поколение за поколением воспроизводит одну и ту же схему воспитания, а отдельно взятых родителей. Поэтому, если мама капает вам на мозг и говорит, когда у нее будут внуки, в первую очередь спросите у нее, будет ли она их воспитывать, чтобы вы могли работать. Но 20 век можно считать переходным. Условия уже изменились, а привычки еще остались. Старшее поколение упорно передает младшим свои установки, полученные в крестьянской семье. Ну и еще страдает от зависти. Черной. Молодое поколение все более открыто и прямолинейно. Мы говорим, что думаем, а не то, что от нас хотят услышать. И делаем то, что хотим мы, а не то, чего от нас ждут. О, а как это бесит старшее поколение. Тех, кто в свое время в Советском Союзе не мог себе такого позволить. Они не могли даже помыслить об этом. Как же так? Думают они, и глаза их наливаются кровью. Как же так? Моя мать всю плешь отцу проела за то, что в свои 23 она была старородящей. Она боялась осуждения общества. И это 80-е годы. А мне сейчас уже почти 30, и я не парюсь. Обидненько. Сейчас семья стала нуклеарной. Малая семья, мама, папа, ребенок, отделена от старших поколений. Около 70-х годов появилось новое понятие – детоцентризм. Если раньше из-за детского плача в избе никто даже от дел не отвлекался, а потом детей сдавали в октябрята и пионерлагеря, то сейчас все лучшее детям. И если раньше роль матери и отца заключалась в банальных функциях, вроде научить мыть руки и правильно переходить дорогу, то к концу прошлого века она возросла до невероятных масштабов. Родители вместе с ребенком учат английский, ходят в секции, в кино, учат его, как пользоваться компьютером, как ездить на метро, как выбрать мобильный телефон и как посчитать проценты по кредиту. Это огромный объем знаний и масса усилий. 50 лет назад всего этого не было. Как не было и психологии, рассказывавшей нам про детские психотравмы. Были розги. Чтобы все рожали как раньше, нужно, чтобы и общество вернулось к тем же условиям, что и раньше.
А сейчас, когда мы думаем о семье, то решиться родить и воспитать ребенка кажется невероятно сложной историей. Зачем нам дети, если мы сами не знаем всего того, что нужно знать, чтобы называться хорошими современными родителями? О, кстати, а ведь общество сейчас очень любит пообсуждать родителей. До сих пор в СМИ не утихают истории отца Алисы Тепляковой, которая в 9 лет поступила в МГУ. Как будто все поголовно имеют экспертный опыт воспитания вундеркиндов. Хороший вы родитель или плохой, вообще можно понять только тогда, когда ваш ребенок стал полностью самостоятельным. Если лет в 30 ребенок с легкостью и радостью звонит вам и рассказывает о своих успехах и о том, как он счастлив, тогда все хорошо. Но все же, каким должен быть хороший родитель? Как вы думаете? Пишите в комментариях. А вот что на различных форумах нашла я. Он должен любить ребенка и заботиться о нем. Тогда все родители прошлого были плохими. Хотя современные родители показывают другую крайность – гиперопеку, что тоже не очень хорошо. Он должен уметь сказать своему ребенку «нет», когда это действительно необходимо. Уже лучше. А еще он должен понимать, что это действительно необходимо. И самое главное – объяснить ребенку почему, а не ответить в духе «потому что я так сказала». Хороший родитель должен быть верным своей семье и друзьям. Вот тут немного мимо. Не путайте социальные роли супруга и родителя. Если у вас с вашим партнером не вышло быть хорошим мужем или женой, не обязательно, что вы стали плохим родителем. Он всегда подает хороший пример своему ребенку. А вот это в точку. Худшее, что может сделать родитель, это говорить ребенку одно, а своим примером показывать совсем другое. Например, отец запрещает сыну кричать на младшего брата, а сам кричит на жену. Дети не ваша копия, но они растут по вашему образу. И что вы будете демонстрировать, то они и будут перенимать. Говорите, дети – цветы жизни. Ну так чтобы у вас не выросли сорняки, почва должна быть хорошей. Я не призываю не рожать детей. Я призываю рожать детей осознанно. Родитель должен быть предельно честным с ребенком, с партнером, с собой. Если вы что-то обещали ребенку, слово нужно сдержать. В противном случае велик риск, что ребенок вырастет недоверчивым или нечестным. Обещали наказание за проступок и поддались жалости, не сдержали свое слово. Теперь ребенок будет пропускать ваши слова мимо ушей. Вы ведь сами приучили его к тому, что ваши слова – пустой звук. Любой маленький ребенок вначале обожествляет родителей, идеализирует их. Мама – самая лучшая, мама всегда права. Следующий этап – сепарация и обесценивание. Значимость родителей снижается, и все, что исходит от них, сама их значимость, может раздражать. Следующий этап – этап независимости. Но по факту почти все из нас либо в чем-то винят родителей, либо чувствуют свою вину перед ними. По факту, многие застряли на первом или втором этапе. Такое отношение к родителям будет проецироваться и на любые другие авторитетные фигуры, руководителей на работе или, например, политиков. Мы то принимаем от них все как должное и возлагаем на них особые надежды, то обесцениваем. Для того, чтобы такого не происходило, нужно как можно быстрее осознать, что ваш ребенок – это отдельная личность. Да, ребенок – это большая ответственность, но это и ваш ресурс одновременно. Не в том плане, что в старости он будет помогать вам деньгами. Ребенок – это источник энергии, эмоций и мотивации. Он будет вас выматывать, но и давать вам силы. Он будет побуждать вас действовать, развиваться и идти вперед. И это огромная возможность. Но не нужно уходить в крайности и видеть в ребенке только проблему или наоборот делать его решением своих проблем. Ребенок – ваш партнер. Вы не можете стать для него идеальным и научить его всему. Мир слишком быстро меняется. Я не могу сейчас объяснить ребенку про VR, криптовалюты и метавселенную. Я могу лишь вместе с ним, как с равным,
сесть и начать изучать эти новые сферы современной жизни. И так совсем. Наука, медицина, искусство, политика, культура. Все постоянно меняется. Не надо этого бояться. Не надо цепляться за старые догмы. Надо учиться быть гибкими и подстраиваться под это. Ставьте лайк, если согласны. Если не согласны, пишите об этом в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы вместе узнавать больше нового об этом интересном мире. До скорых встреч!